Итак, продолжаем заготавливать чашки. Берем основу, верхнюю часть и стаченные уже между собой центральная и боковая. Ищем центр верхней части. Здесь у нас лямка, значит, это у нас центр. Так, здесь у нас центр, значит, вот эта деталька относится к этой. Здесь у нас получается центральная точка груди, соответственно, это верх. Вот таким вот образом нам нужно будет собрать данную деталь. Кладем верхнюю часть чашки вниз и сверху круговым движением будем настрачивать нижние части на верхнюю. Так. И идем по кругу, соблюдая рассечку, которую мы себе наметили, соответственно, немножко припосаживая круг. Нижняя часть припосаживается для того, чтобы создать окружность, так как чашка у нас круглая. Вот так. Можно предварительно сколоть, если вы не уверены в том, что у вас получится. Смотрим. Вот такая вот у нас уже чашечка вырисовывается. Стачиваем также аналогично другую деталь. Начинаю уже с другого конца. Вторая. Теперь стачиваем подкладку, но оставляем себе где-нибудь посерединочке дырку. То есть стачиваем, останавливаемся, закрепочка, дырку оставим и дальше продолжим. Также ищем, это у нас бок, здесь будет у нас центр. Вот у нас центр. Центральная часть, вверх, вверх центральной части, низ верхней части. Не забывайте ставить рассечки перед тем, как будете снимать лекало, иначе в таких маленьких детальках будет уже тяжело разобраться. Срезаем лишние ниточки. Срезали. Вот у нас тут осталась дырочка. Позже объясню, зачем она нужна. Аналогично вторую такую чашечку. Заготовили. Берем
наши лямочки и подстрачиваем на основу. Это у нас перед. Соответственно, это левая лямка. Вот подстрачиваем ее до рассечечки, которую мы себе отметили. Вот у нас проходит шов, соответственно, на пересечении шва и рассечки надо прикладывать лямочку. Пришью на 0,5, чтобы этот шов у нас не был виден, когда мы будем обтачивать подкладом. Притачали. И также к другой. Перед тем, как нам обтачать верхний шов, мы должны будем разутюжить данный рельеф. Для того, чтобы разутюжить его, нам нужно насечь верхнюю детальку, верхний припуск. Вот такими движениями. И после того, как разутюжим, также высечем лишний припуск. Аналогично насекаем на подкладе и на второй чашечке. На подкладке я также буду заутюживать наверх, поэтому тоже надсекаю. Только здесь на подкладе мы будем полностью весь шов заутюживать наверх. И не будем высекать, так как он внутри. Высекать не будем, потому что нам нужна платформа, за которую мы будем пришивать. В дальнейшем покажу как. Надсекли, чтобы разутюжить, и также совмещу приятное с полезным. Промерю то, что у меня получилось с той чашкой, под которую я ориентировалась, когда строила чашки. Промерю, подходит ли все ли то, что мы сшили. Вот видите, вот эта часть начинает болтаться, когда мы скрепляем низ, фиксируем. Это тот момент, который здесь я как раз сутюживала. То есть на круг нам нужно, получается, сутюжить всю эту часть. Здесь это как раз видно. Плюс вторая полезность манекена, кроме того, что я могу примерить, так как он мягкий, и я надела на него чашечку и прикрепила иголочками, я могу использовать это как подушку для утюжки. Так как она кругленькая, она будет отлично формовать мою чашку. Вот таким вот образом раскладываем швы и разутюживаем. Прям самый центр чашечки — это отличный способ формовать. Разутюжили вот так. И еще раз обратим внимание, что в форме чашки вверху все-таки хочется припосадить, чтобы округлить нашу чашку. Сейчас и будем это делать. Очень люблю использовать манекен вместо подушечек, потому что у него все места округлые и подходящие для таких вот действий. То есть очень мягкое плечо, очень классно для этого подходит. Скалываю и создаю себе вот такой... Сколоть намного проще. Приноровитесь, и уже будете без сколки. Это делать быстренько и четко. Скалываю, у меня получается вот такой вот
воздух. И мне его как раз нужно сутюжить. Промежуточек. Вот такой. Иголки все стерпят, могу сразу прям по иголочкам. Вот уже получается кругленькая чашечка. И еще плюс, когда мы будем стачивать чашки между собой, подкладку и основу, мы как раз основу припосадим еще больше на нашу подкладку. Повторяем аналогично симметричную чашку и чашки подклада. Припуск на подкладке заутюживаем наверх.